Привет. Знаешь, а ты когда-нибудь задумывался, что значит фраза на реакции? Да, понятное дело, что первым в голову приходит, типа, просто успеть что-то сделать достаточно быстро. А вот меня эта мысль поглотила надолго. Ведь что мы знаем о нашей реакции? Как она вообще работает, из чего строится, и как вообще мы реагируем? Сегодня я хотел бы помочь тебе взглянуть на некоторые обыкновенные и обыденные вещи совершенно другой и, возможно, новой стороны. В этом ролике я расскажу тебе, что такое триггеры внимания, как они работают и покажу, как именно научиться правильно их применять и реагировать на эти триггеры. Еще пару слов о том, насколько важно сейчас подписаться на канал и поставить лайк под роликом. Ведь только это имеет влияние на мою мотивацию радовать вас новыми видосами и выпустить новый ролик как можно скорее. Начнем с основы основ и немного вспомним, что такое микро и макроскилл. Микроскиллом принято считать любые действия, выполняемые механическим путем. То есть это действия, над совершением которых игрок не должен задумываться. Если сравнить с реальной жизнью, то к микроскиллу можно отнести, например, ситуацию, когда тебе в лицо летит какой-то предмет, и ты без доли колебания закрываешь лицо рукой. При этом в твоей голове не было мысли о том, что ты сейчас должен сохранить свое лицо в безопасности. Это происходит само по себе. И да, условно, если мы возьмем 3К игрока и 6К игрока и сравним их базовые умения в микро, то может показаться, что не такая уж у них и большая разница в рейтинге. Ведь что один, что второй примерно одинаково двигают мышкой, при ударе по крипу особо не задумываются, и это происходит само по себе и в целом со стороны зрителя выглядит все примерно одинаково. Но если присмотреться немного повнимательнее, то становится понятно, что игрок с более высоким рейтингом реагирует на некоторые ситуации и движения противника несколько по-иному, чем игрок с низким рейтингом. Например, для игрока высокого рейтинга сигналом о нападении на него будет момент резкого поворота противника в его сторону, а не движение. Или такой игрок, например, моментально жмет БКБ после прыжка шейкера в него и его команду. Казалось бы, просто реакция, но у меня есть иное объяснение, и мы вернемся к этому немного позднее. Что касается макроскилла, к нему относится все, что происходит в голове у игрока. Сюда входят решения о перемещении по карте, а также все решения игрока по ходу игры касаемо закупки предметов, построения маршрутов фарма и многих других вещей. И обычно макропонимание игрока принято расценивать как просто плод мысли игрока, и уж точно не как машинальные действия. К примеру, дефолтный перспективный 4К игрок, не видя вражеской команды ни на одной из линий, а также на вардах в треугольнике и большом лесу, первым делом бросит взгляд на Рошана, а уже спустя пару секунд обдумает, Рошан это или обычный смолганг от вражеской команды. То есть получается, что наше макропонимание в самом упрощенном варианте точно так же работает на уровне машинальной реакции организма, просто эти реакции на чем-то основываются. В то же время микроскилл работает точно так же, основываясь на макро, ведь появление самой реакции происходит из предыдущего пережитого опыта игрока. И на этом моменте я бы хотел ввести такое новое для доты понятие, как триггер внимания. Исходя из предыдущей информации, мы четко и ясно можем видеть, что любое микро и макро действие с точки зрения реакции организма на эти действия, происходящие на экране, взаимосвязаны. И именно эти конкретные действия, происходящие на экране, и называются триггерами внимания. Чтобы было понятнее, о чем я говорю, приведу простой пример двух ситуаций из микро и макро, и думаю, вам все станет понятно. Условно, вы играете за инвокера, и во время файта в вас внезапно летит стан Врейскинга. В этом моменте скажу по своему опыту, что мои руки как будто бы сами кастуют и нажимают инвиз. При этом я даже не успеваю задуматься об этом. Второй момент. Вы бежите по лесу и вдруг слышите звук красных мин в кустах. Еще момент, и ваш курсор уже кликает в обратном направлении, чтобы скорее уйти от источника звука. В обоих вариантах, что с инвизом инвокера, что с минами Течиса, наш мозг принимает наилучшее решение, исходя из предыдущего опыта, без нашего прямого участия. И все эти процессы запускаются как раз таки одним из визуальных или слуховых триггеров внимания. Если до сих пор непонятно, то, говоря максимально просто, триггер внимания — это штуки на экране или в наушниках, которые заставляют ваш мозг сделать определенное действие, о котором вы даже не задумываетесь. Теперь давайте разбираться, как конкретно научиться видеть эти триггеры и использовать весь этот багаж знаний в свою пользу. Представим, что у кого-то из вас 1000 рейтинга, и вы никогда не задумывались о том, а как же мне вообще апнуться. Для вас есть простое решение, это просто тренировать правильные триггеры, и уже позднее вы апнетесь там до 3000, вас там будут избивать, и вы, исходя уже из этого опыта, получите новый пул триггеров. Условно, вот у тебя 1000 ПТС, и ты играешь на антимаге. Смотришь про игроков и думаешь, как им удается каждый раз отражать все скиллы врага. Но ведь все достаточно просто, если в твоем случае триггером внимания служит старт анимации направленной способности врага, то есть условно тот же Врейскинг замахивается рукой для броска стана, и для большинства игроков низкого рейтинга уже это является триггером для нажатия контрспелла.
Когда как для игроков с более высоким рейтингом, триггером внимания является уже не каст способности, а самолетящая способность. Ведь если на 1000 рейтинга никто никогда анимацию способности стопить не будет, то на условных 4-5 тысячах это будут использовать довольно часто. И единственным верным решением для антимага на более-менее нормальном рейтинге будет нажимать додж способности только тогда, когда эту способность уже в него запустили. И таких ситуаций куча. Вы даже можете использовать стандартный совет по просмотру реплея, только стоит подойти к просмотру реплея с умом и всегда пытаться понять, почему игрок сделал то или иное действие, то есть искать его триггеры внимания. Сюда же можно, кстати, отнести и варианты, когда вы на большом рейтинге играете за SF и резко начинаете сближать с противником дистанцию. Практически всегда герой противника начинает движение в противоположную от вас сторону почти синхронно вместе с вами, ведь в его голове уже закрепились нужные триггеры, а если он не сделает этого, то SF подойдет слишком близко и даст вам в лицо несколько кайлов. Если на 2К таким триггером является 1-2 секунды движения SF в вашу сторону, то на более высоком рейтинге этим моментом служит уже всего лишь один шажок модельки SF в вашу сторону. Точно так же можно и тренировать свое макро понимание игры, то есть те моменты, когда и как вам нужно двигаться по карте. Однако, если для микротриггеров это работает почти автоматически на основе полученного ранее игрового опыта, то в этом случае нужно изначально обладать некоторой информацией. Вы скорее всего думаете, что для того, чтобы доджить блинком РП Магнуса или Блудхолл Энигмы, нужно обладать какой-то нечеловеческой реакцией или наиграть в игру 20 тысяч часов. Однако, все на самом деле намного проще. Я считаю, что абсолютной реакции в доте на все что угодно не существует, но существует мысль о том, что с вами сейчас в теории может произойти. То есть вам достаточно думать в игре о том, что сейчас теоретически могло бы с вами случиться, и продумать план, как реагировать на эти действия. Например, вы стоите, бьете крипов, и у вас есть блинки, вы знаете, что вас из кустов могут просто выйти и дать кнопку, так как на карте никого не видно. Достаточно просто держать палец на блинке и при этом направлять курсор в сейвовую точку и ждать любого триггера на экране, то есть изменения обстановки. Это может быть как звук, так и появление какого-то героя на экране. Причем опытным путем было выяснено, что для того, чтобы была возможность реагировать, нужно иметь как минимум один визуальный триггер или примерно 1/3 секунду времени для звукового сигнала. Кстати, я проверял это еще с зелеными минами Течиса до его реворка и, к сожалению, даже зная о том, что мины сейчас взорвутся, но в рандомное время, одного лишь звука перед взрывом было недостаточно, как и времени, которое проходит перед взрывом. Так что советую всегда задумываться о том, что сейчас может произойти, тем самым тренирую в своей голове нужные триггеры и их решения. И что самое главное, умение думать во время игры. Если подвести итоги, то для того, чтобы выбраться с вашего промежутка рейтинга, вам сейчас нужно понять, правильные ли триггеры построены в вашей голове, тренировать и искать новые, ну и задумываться, а что я сейчас буду делать, если. А в целом советую потренироваться со своим другом в лобби, а заодно и проверить мою теорию. Возьмите друга, дайте ему антимага с прокачанным 3-м скиллом. Сами возьмите дума, купите блинки, просто прыгните из куста в него и дайте в него дум. После этого попросите друга думать о том, что только что сейчас произошло, и скажите, что теперь вы сделаете это еще раз. В 95% случаев испытуемые успевали нажать Counterspell, уже предполагая, что их ждет. Так почему бы не предполагать эти вещи в игре заранее? И знаете, сейчас, когда я сижу и записываю вот эту озвучку для ролика, я понял, что триггеры внимания — это больше не какая-то вещь или кусочек пикселей на экране, это сама мысль об этих пикселях. Но пользоваться моими размышлениями на эту тему или нет, решать уже тебе. Если ролик понравился и хотел бы узнать еще больше, то в описании есть мой телеграм, где я общаюсь с ребятами в комментариях и пишу свои разные мысли по поводу игры и жизни. А также есть группа ВК, так что обязательно подпишись. Если хочешь еще, советую посмотреть другие видео, а также подписаться на канал и написать в комментариях, какой аспект доты ты бы хотел разобрать более подробно в одном из следующих видео. А на сегодня у меня все. Спасибо и удачи!